Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GuardUI, это рубрика «Комментирую игры» моих подписчиков, и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. И мне очень интересно, что будет конкретно в этой каточке, потому что он написал, что в этой каточке 100% будет негр. А как он его реализует, мы это, соответственно, посмотрим. Я пробовал реализовать Некра, и у меня не получалось от слова совсем. Вот прям не получалось от слова совсем, это прям минимальное описание того, что происходило в моих катках, когда я пытался собрать этого Некра. Ну, типа, это настолько преуменьшено, ну, там просто без, скажем так, цензурных слов, нет цензурных слов, не обойтись цензурных слов, боже, ну, молодец. Просто молодец, Саня, ну, просто think about. В общем, если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, ребят, если хотите, переходите, соответственно, по этой ссылочке, читайте, скидывайте карточку, я буду ее комментировать. И неважно, какой у вас рейтинг. Самое главное, сделайте качественную запись, соответственно, скиньте мне ее на комментирование. Я думаю, вам будет это прикольно и интересно. Потому что, по сути, мне скидывается сейчас только 2 человека на рубрику комментирования игр подписчика. Так что вот, ребят. Давайте. Все. Хотите разбавить контент? Скидывайте свои карточки. И, ребят, я напомню, что мне под каждым вашим роликом нужна ваша поддержка. Поэтому не забывайте оставить свой лайк и комментарий 3 слов, чтобы ролик продвигался в тренды рекомендаций. Поэтому огромнейшее спасибо вам за это заранее. Все, давайте так. Усаживаемся все поудобнее. Всем приятного просмотра, кто, соответственно, смотрит. Приятного аппетита, кто кушает. И приятных снов, кто засыпает. Ну, и хорошего вечера. Вот так вот, давайте так. Потому что в 6 часов вечера ролик выходит. Я думаю, уже многие не работают в 6 часов вечера. И я хочу напомнить, что у меня 2 ролика в день выходят. Один в 12, один в 6 часов вечера. Все. Итак, у него тут уже усиление в виде сларков 2 звезды пришло. Отлично. Взял 2 перчатки, чтобы мало не казалось. Ну, чтобы руки не мерзли. В левую и в правую руку получается. Только надо было в одного героя закинуть, а то у этого же героя 2 руки получается. Значит, 2 перчатки должно ему идти. Правильно? Правильно. Чтобы руки не замерзали. Там на самом деле есть паренек, у которого тинкер в 2 звезды. Я думаю, с этим тинкером будет атата какая. Будет такая попа-боль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кстати, я совершенно забыл. Ребят, раз открыли группу в моем телеграм-канале, то, соответственно, подписываемся. Подписываемся. Потому что там я пишу, когда стримы, обновление игры, какие там патчи, патчноуты и тому подобное выходят. И, соответственно, веду свой небольшой личный блог, но самое главное, у меня там чат комьюнити. Все, ребят, присоединяемся, не стесняемся. Нормально так Сларк навалил движка только что. Тинкеров 2 звезды схавал, даже не заметил. Я вот все время, когда смотрю на стол Марка, это просто такие внешки у него. Ай-яй-яй, 10 из 10 внешки. А ну-ка, пишем в комментарии, как вам его внешки. Мне очень нравятся эти внешки. Единственное, что мне не нравится, это то, что у него шахматист по полю бегает. Как, не знаю, место себе найти не может. Думает, там угол пометить, тут угол пометить. Я, кстати, вспомнил. Мне нужна ваша помощь. Ребят, кто может в курсе, может знает. Я хочу дублировать свои ролики в телеграм-канал еще. И вот вопросик. Там ограничение до 4 гигов. И вопрос в следующем. Какое качество мне нужно выкладывать в телеграм-канал, чтобы ролики по 40-45 минут были в хорошем качестве? Без мыла, без пикселей и тому подобное. Все. Спасибо огромное, кто знает и кто ответит на него. Просто я не могу понять пока что, как лучше это все делать. Вот. Ладно, все. Все-таки проблемчики мы обсудили, пожаловался вам немного. И, соответственно, буду ждать ваши ответы. Может, кстати, убийц поставить немножко. Не хочешь? Хочешь, не хочешь? Давай убийц поставим. Я в убийц как-то поболее верю, чем в рыцарей. Рыцарь это шляпный движ. Возьми и поставь себе убийц. 3 убийцы плюс урон к Сларку. А может урон к Сларку? 3 убийцы? А? Ну, нет так нет. Хозяин-барин. Хозяин-барин. Тут уже охотники. Причем жесткие охотники, если честно. Что, кстати, думаете по поводу новой синергии? Напишите в комменты. Опять логи боя закрыты. Марк, логи боя закрыты. Следи давай за этим. Надо. Надо, чтобы ты следил. Я когда смотрю на этого
Джаггернаут, я все время думаю, что это с Веном приходит, потому что у Свена почти точно такая же внешка. Ну, немножко другая, но почти точно такая. Короче, вы поняли. Короче, вы поняли, потому что я сам себя сейчас запутаю. На самом деле, я вам ролик вначале немного заспойлерил. То, что будет некор. Он тут в скрытом пуле легендарных фигур. Но, короче, заспойлерил так заспойлерил. Что уже делать? Правильно? Правильно. Я так понимаю, тут уже Стриперс будет играть на инсектоидах. Лучше бы ты был не Стриперсом, а кое-кем другим. Да, ребята? Кто меня поддерживает в плане инсектоидов? Кто вот против инсектоидов? Вот кто? Я уверен, 90% игроков будет против инсектоидов. Я, кстати, днем такую каточку отснял. Если вдруг ее кто-то не видел, я рекомендую к просмотру. Поверьте, вы будете не разочарованы. Да, может, ну, а чё так легко? Ладно, окей. Но это слишком жестко, ему слишком легко это пришло все. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Не, как бы Джаггер в 2 звезды это еще не слишком. Но это уже сильно. Он может поставить себе еще богов сверху и будет раскручивать всех только в путь. Реликвии тут тоже, кстати, классно. Если ему сейчас на 10-м раунде еще и хаотичный договор упадет, это прям вообще 10 из 10 будет. Как-то Сларк нужно много дамажит, 1700 урона. Богов будет ставить. Ну это правильно. А, ну он уже ставит их. Да? Да. Правильное решение. Правильное решение поставить себе немного богов. В них я все-таки больше верю, нежели в новую синергию. Мало ли того, что у него боги, так у него еще и синергия воинов сверху. Кайф? Кайф. Чел там будет играть через эльфов и, скорее всего, будет через кунг-фу играть. В самом низу там. У него Марс есть. Вот там чел лондруида нашел. Я его сначала не заметил, а сейчас заметил, то, что когда он второй раз открыл статистику игроков. Там лондруид чел нашел. Это, конечно, не приговор, это лучше, чем... Точнее, это лайтовее, чем вот бы нашел бы антимага. Но все же. Кстати, вы заметили, что вот этот вот шахматист стал как-то поменьше выглядеть? Как-то он... В прошлые разы, ну, несколько патчей назад, вот этот вот шахматист, который находится у Марка, он прям пол доски занимал. Сейчас он так много места не занимает. Не, может я, конечно, параноик, и он места так много и не занимал никогда. Ну, вы, если что, меня в комментариях поправите. Ну, по-моему, он стал меньше места занимать. И я, кстати, бы на его месте всех бы кучнее поставил. Не хочешь? Почему? Хотя он должен вроде бы доставать крутилкой. Вроде бы должен доставать крутилкой. А ну-ка, сейчас проверим. Будет доставать он краями или нет? Нет, не достает. Вот об этом я и говорил. Надо, чтобы... Ну, короче, он мог поставить их кучно, и когда Джаггернаут бы крутился, соответственно, 3 героя бил. Точнее, 3 моба било тебе сразу. Хороший предмет ему упал под... хаотичный. Естественно. Боже, как ему хорошо орки идут. Ему очень хорошо орки идут. Прям к гадалке не ходи, прям видно, насколько хорошо ему идут. Поставил гиду и 6 воинов. О, как. Интересный мув. Я думал наставить немного богов себе. Чтобы Джаггернаут намного чаще раскручивал. Ну, ладно. Короче, что я хотел сказать? Из головы вылетело. От такого мува аж из головы у меня все вылетело. А, предмет ему хороший упал. Ему бы, конечно, какой-то предмет на манурген, но, в принципе, вот эти плюс 6 брони ему лишними не будут. У него сейчас под воинами тонна брони. Тут уже есть кунг-фу панда.
Понял, принял. 26 брони у него в Хускаре. Это еще когда половины хп нету. Там, когда у него меньше половины хп, соответственно, броня умножается, там становится 52, 52 брони. Это жестко. Какой же стиль у Хускара? Бомбический. Мне очень нравится этот стиль Хускара. Очень красивый стиль. Сделали бы они таких стилей побольше и закинули бы что-то в боевой пропуск. Было бы вообще тут 10 из 10. А ну-ка, Камеха, давай сюда. Надо винстрик твой забрать. Хотя там на самом деле Камеха такой, ну, внушительный паренек. Но у него есть воины. Он должен его спокойно пережить. По крайней мере, без боя не сдастся. Может, не надо перчаточку? Или надо? Или не надо? А ну-ка, Камеха еще не приходит к нему. Надо, чтобы Камеха пришел. У него 6 винстрик все-таки. Нельзя, чтобы кто-то забрал этот винстрик. Этот винстрик предначертан нам судьбой. Ну, Марку. Марку предначертан. Не мне, Марку. А может, это я играю, а? Может, я за всех играю. Там, кстати, морская волшебница пришла. Может, возьмем? Под богов. Морских можно будет поставить. Хм. Немного не пойму, он хочет сыграть через богов или он все-таки хочет сыграть через воинов? Угу. Интересненько. Купил морскую волшебницу. Ок. Больно его тут чел покромсал. Больно. И сейчас ему Хускар 2 звезды приходит. Ну, Хускар не пришел, но пришел. Ну, точнее, Хускар пришел, но не в 2 звезды. Я подумал, что реально сейчас яйцо закинет. Можно, кстати, поставить Акса вместо Тускара. Плюс 150 хп добавить себе. Все-таки Хускара апнул через яйцо. Ну, в принципе, окей. Я не скажу, что это прям лютая ошибка. Он себя усилил по макс... А, там Камеха с винстриком. Понял, принял. Он себя усилил, чтобы так много в табло не получать. Обидно, что Камеха с винстриком. Обидно. Ну, кстати, реально мог поставить богов орков. Ой, богов орков. У этого Акса. И получить плюс 150 хп. 150 хп лишними не будут. Вообще не будут 150 хп лишними. Жалко, что винстрик не заберет. Жалко. Очень жалко. Может, Акс? Вместо Тусика? А? Может, все-таки поменяем? Или вместо Тиника, раз ты так хочешь Акса? О, этого Тусика. Может, поменяем? Смотрите, я активирую сейчас свои сверхъестественные способности и буду настраивать Марка сквозь запись, что он сейчас поменяет либо Тиника, либо же Тусика на Акса и поставит все 150 хп плюс. Давайте, смотрите. Миндальная связь. Ну, давай. Сейчас на следующем раунде он сделает 100%. Все, я настроился на Марка, сейчас он будет 100%. На следующем раунде менять себе Тусика на Акса и поставить себе 150 хп плюс. Я верю. Я верю, что мои сверхъестественные способности даром не пройдут. Сейчас ему, если Мейлшторм падает, под Хускара тоже топчик будет. Мана плюс 50% отлично зайдет. Логи боя немножко слетели, но то такое. Колечко. Колечко тоже неплохо. Под Джиггернаута зайдет. Кунка!
И Тиника, Тиника. Да. Ну, ребята, это мои сверхъестественные способности. Сверхъестественные способности. Это миндальная связь, понимаете? Чувствуете тонкую эту грань? Миндальная связь. Она работает. Ух. Он сейчас, наверное, 8 уровень возьмет и вместо Сларака поставит себе 2 волшебников. То есть меняет Сларака на одного волшебника и ставит себе Рубика, и, соответственно, у него будет баб богов. Не 4 бога, но будет 2 бога. Кстати, в предыдущем ролике, кто вдруг забыл, я там делал 3 билда на предложение, но я на самом деле там немножечко подзабыл. Я как-то сейчас вот как начал садиться снимать рубрику «Комментирую игры подписчиков», я немножко как-то поплыл и забыл посмотреть начало. Ну, короче, ладно, не суть. Я там в том ролике предложил 3 билда. 2 из них я помню. Это Закери Тинкера. И второй билд — это сыграть через 6 богов. Вот, все. Поэтому, что я хочу сказать правильно, перейдите в тот ролик и напишите, какой билд вы бы хотели увидеть. Какой же третий билд я там сделал? Серьезно, забыл, какой третий билд? Может, продадим Манки Кинга и сыграем на мужика? Без Манки Кинга? Зачем тебе этот Манки Кинг? Не нужен тебе этот Манки Кинг. Манки Кинг — это зло. Внешка на кунку имбовая, там машина едет. Прикол. Кстати, Алхимос. Здорово, Алхимос. Пока, Алхимос. Ему кунка отлично идет. Очень шикарно идет ему кунка. Там 6 рыцарей, но 6 рыцарей, я думаю, в скорое время не откиснет. Самое... Там, кстати, чел на втором месте интересно такой билд себе сделал. 4 тролля, 4 зверя. Но если он собирается играть через суммоны, то тролли ж не будут работать на суммоны его. Угу, на Зевса смотрят. Интересно, ну... Как у него все повернется все-таки? Так, проверяет сразу то, что он скипнул себе Рок Войны. Поэтому на суммонах он 100% не будет играть. Ну, неплохо там. Мартретка ему чуть ли не навалила движка. Что-то на ему болтов за пазуху не запихала. Кстати, бог. Хорош. Может, Манки Кинга продадим? Поставим немножко богов. Да. 4 бога поставил. Прикольно. Если там, в принципе, мало... Ну ладно. Он продал в любом случае Акса. Ну, в принципе, окей. Я думаю, в будущем он поставит себе Дума вместо Хусика. И будет разваливать кабину в 2 раза быстрее. Нормуль. Нормуль. Реально нормуль. С первого раза после 3-го тира нашел. Ну, это, короче, ребят, сразу говорю, если вы хотите, чтобы вам так хорошо шли предметы, фигуры и тому подобное, вам нужны внешки, как у Марка. 100%. Угу. По-любому нужны внешки, как у Марка, запомните. Да, Марк? Внешки решают. Подтверди это. Драконий рог хочет найти себе еще. А губу не раскатал на драконий рог. Хотя сейчас, если ему с хаотичного договора еще и драконий рог упадет, это вообще будет 10 из 10. Арагорн там хочет себе кунг-фу собрать. Хотя на самом деле Арагорн какую-то дичь собирает пока что, непонятно. Но я думаю, он хочет себе сыграть энергию кунг-фу. Это было бы логично.
Ни одного стака. Итак, давай, драконий рог с первого раза. Сейчас он еще вот этого типа, который на втором месте заберет винстрик, и вообще будет 10 из 10. А может все-таки поставим функу? Я в функу как-то поболее верю больше, чем... Да, вот так вот. Вот так вот отлично. Вот так вот замечательно. Вот в это я верю. И вот так вообще верю вдвойне. Просто кунка в 2 звезды, здорово. Может, кстати, ману плюс 50 в кунку закинем, потому что у тебя драконий рог есть. Будет классно, если он заберет винстрик. Но у Камехи не очень сильный стол. Я думаю, он 100% заберет у него винстрик. Самое главное, чтобы он к нему пришел в первую очередь. Опа, сюда. Давай. Сюда, давай. Винстрик сюда, давай. На базу. Марк, только не забудь, давай. Готовься. Готовься. Сколько сейчас опыта получит? Сколько сейчас опыта получит? 1 000 000 000. 24 опыта сейчас получит. Ля там кунку накидывают. Просто корабль за кораблем. Вкусно. Слишком хорошая игра. Ну, почти как у меня. Только 1 раунд он проиграл в любом случае. Так, вышел в 10 уровень. Ух, окей. Поставил себе 4 морских. Не совсем, конечно, пока что понимаю, зачем ему 4 морских. Так как там больше ребята все-таки бьют с руки. Вот, допустим, там Арагорн играет через фулл кунг-фу. И вот Арагорну надо было бы поставить морских, потому что у Марка все бьют магией, по сути. Ну, уроном со способностью, если так лучше выразиться. Ля, как он их раскрыл. Боже, какой там урон. Сильно. Сильно не то слово. Интересно, какие тут легендарки в скрытом пуле, кроме Некра, еще есть? В принципе, тут уже, если посмотреть, хорошие легендарки. Во-первых, Тайт. Во-вторых, Дух Пятерка. И, соответственно, Орк Чернокнижник. Это уже хорошие легендарки. Да бабка хрень. Не, она прикольная. Но пока есть в билдах есть инсектоиды, есть антимаги и тому подобное, это полная хрень. Медузка, отлично. Все, вместо Сларка. И сейчас еще Тайдуха придет. Еще если Тайдуху поставить себе... Хорош! Вот это я понимаю. Ну, я говорю, ребят, серьезно, надо такие же внешки иметь, чтобы вот так вот хорошо приходило. 9 эльфов. Да плевать на эти 9 эльфов. Вообще плевать, я более чем уверен. Магов рвет, потому что что? Потому что у него Джиггернаут. Там махнется кто-то, вообще непонятно, что там. Там чел собирает вообще что-то несусветное. Опа, некр. Раскрыли некра. Ну что ж, посмотрим, что этот некр сможет. Тайдуха! Да боже, как тебе идет? Ты, может, успокоишься уже? Тебе слишком хорошо идет. Может, хватит? Думчик. Думчик, хорошо. Расколбасили только что Хускара. Дух пятерка. Отлично. Самый опасный для него это вот этот чел, который играет на кунг-фу. Это самый опасный парень.
Он его тупо ваншотнуть может в моменте, и все. И будет финитаря комедия. Так, Арагорн проиграл винстрик. Плохо. Мастерская бума тоже прикольно. Кстати, он 11 уровень здесь может спокойно взять. Я только сейчас заметил, что он в действительности может 11 уровень взять. Если бы он этого еще Арагорна вынес, у которого было 5 винстрик. Не хочу сглазить, но пока что у него все отлично. Фу-фу-фу. Итак, бусы. Бусы 3-го тира. Давай. Святой Грааль упал. Очень полезный предмет сейчас на этой стадии игры. 15 хп регена по-любому зарешает. Не знаю, как по мне, морские в этой катке ему вообще не нужны. Зев, здорово. Зев, здорово. Хорош. Я думал, он скипнет Зевса. Джакиро. Купи Джакира. Он в скрытом поле. Купи Джакира. 5 монет провтыкал. Кстати, неплохой предмет под Джаггера. Такие все предметы. О, пойдет. В кунку. Ну, либо Тайда. Но я бы в кунку закинул. Хотя, если он Тайда сейчас 2 звезды соберет, то окей. Все-таки в дальнейшем надо будет морских разобрать. Там нету такого вот урона со способностью, что тебя будет прям выносить. Единственное, кто там есть, это вот этот чел через кунфу, но он будет тебя убивать с энергией. Вообще, кстати, это эльф. Это эльф, которого ты сейчас должен раскрутить. Антимаг ему не помог. Ну и слава богу. Нормас. Надо открыть пул легендарной фигуры, чтобы ты покупал эти легендарные фигуры. Чтобы получать плюс 5 монет. По-моему, вертолет там было в открытых легендарном... Фу ты! Не был в скрытом пуле. Поэтому вертолет, в принципе, можно и не покупать. О, как. Ну, в принципе, нормальная тема поставить себе 2 чернокнижников. 7 пятниц на неделю у Марка. Опа, орк-шаманчик. Орк-шаманчик на связи. Так, вот челик с энергией кунг-фу пришел к нему. Ну, выносит. В легкую выносит. Хорошо. Тогда не опасен. Пока что не опасен. 11 не успеет взять, к сожалению. Ну ладно, так достаточно. А можно не так жестко? Хочет баф людей себе поставить. Кстати, может уже... Ну, вот что он сделал. Только хотел сказать, мог уже поставить себе баф людей. 11 будет брать. 11-му левелу быть. Фул зверь через Хускара. Интересно. Хускар, кстати, его может сейчас вынести. Хотя у него есть варлок, я думаю... Ну, 50 на 50, короче. Может вынести, может не вынести. Все-таки, если варлок наспамит големов, то големы же не бьют чистым уроном, а так как у его Джаггернаута есть взгляд АЗСа, то он ему просто хп-реген порежет, все такое. Ну, будет больно. Антимага он здесь вынес, хоть это и зеркало. Тайт, здорово.
Некр. Я думаю, успеет взять 11-й. Перед тем, как они все вылетят. Камеха там свой билд разобрал. Чтобы, кстати, играть через этого некра, нужен Аганим, спел призм и драконий рог. Ну, даже драконий рог это такое, но, в принципе, было бы неплохо, что если будет у тебя драконий рог. Ага, Камеха поставил себе гритеров. А это уже плохо. Это плохо, потому что он хп реген ему не будет резать на Хускаре. Он может его Джаггернаутом не перепилить. Ну, сейчас и посмотрим. Так, здорово. Этих он вынес спокойно, окей. Остался Джаггер. Все затаили дыхание и ждем. Ну да, к сожалению, он не вынесет этого Хускара. Вот, кстати, Некр спокойно такого Хускара вынесет. Он таких Хускаров на завтрак ест. Некр. Он еще с маской 5-го тира. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как неприятненько. Ну да, чтобы такого Хускара вынести, нужен Некр. Некр нужен со спелпризмом и Аганимом. Камеха такой думает, как хорошо. Как хорошо забрать такой винстрик. Но, кстати, этот Камеха может не пережить других. То есть он его сейчас выносит, а других он может не выносить. Да, кстати, еще и ничья. Прикол. Пару раундов до 11-го. Но, кстати, Марк может подумать, типа, next level play, взять себе закирить Зевса с Аганимом и с посохом 3-го тира просто ваншотнуть его. Если что, то когда Зевс настакивает себе посох 3-го тира плюс Аганим, то там ваншот прилетает. Хоть у тебя будет 10 морских, там ваншот тупо прилетает, даже сквозь Хускара. О, спил при... Все, хочет Некра как кирить, окей. Мы такое одобряем. Это интересно. Хочу посмотреть, как он реализует этого Некра. И сколько урона у него будет. В соло цель в виде Хускара он должен нормально так наносить урона. Джаггер пришел. Усиление на месте. Яйцо. Дух пятерка. Хотя, на самом деле, дух пятерка не будет же работать в гейтеров, поэтому такое 50-50. Леший, кстати, пришел. Двойной мобов, хорошо. Не хочешь яйцо закинуть сейчас в Некра? Хочешь после 3-го тира скипнуть? Интересно. Я не думаю, что он будет спешить и после 3-го тира скипать. Я думаю, пока что оставит. ХП у него много, поэтому может спокойно на бафа людей посидеть. Кунг-фу, конечно, сильный, но я думаю, у него нет шансов. Хотя он Камеху может вынести. Вот сейчас посмотрим, там Камеха и Арагорн дерется друг против друга. Ай-яй-яй, антимаг, отцепись! Больно. Больно так-то, больно. Орк-шаман. Сюда. Сюда эту прикорм. Ну ладно. Ну ладно. Нет так нет. Хозяин барин.
Может, не надо? Может, не надо? Как по ней шаман лавы был получше, но в любом случае сейчас возьмет себе уже 11 уровень и будет на 11 уровне кайфовать. Он поставит себе и некра, и то, что хочет. Кстати, я так увлекся его раундом, что я даже не посмотрел, как там дела у Рагорна и Камехи было. Кто кого вынес-то по итогу. Ничего, сейчас обращу внимание. Я почему в Варлока верю побольше? Потому что этот Варлок, он будет спамить големов, у которых нет маны, и, соответственно, антимаг будет присасываться к ним. По большей степени. Ну, сценарию кунг-фу что-то рвет вообще без шансов. Там Арагорн просто, ну, немножечко не то собирают. Одиннадцатый уровень на месте. Все, продаем баб людей. Ставим некров, чернокнижников. Можешь Акса поставить, чтобы 400 хп себе получить. Ёлки-моталки. Можно 6 богов поставить, кстати, на секундочку. Под 6 богами будет весело. Дум. А, ну там же этот... Как его там? Там же гритеры. Так что на Дум плевать. А, у Камихи 8 хп осталось, все отлично. Чел на антимаге там топ занимает. Но мы как бы не удивлены, да? Не-не-не-не, взгляд Азеса лучше отдай в Джаггернаута. Так, гритеры. Так, пошел некор, 1500 урона. Ваншотнул кого-то. Кого-то ваншотнул. Итак, они сейчас останутся 1-1. Ну-ка, 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 давай. Некор, я верю в тебя. Давай, некор. Но! Без Аганима, конечно, маловато урона. Но! Давай еще. Но! Ай, красота. Ой, красиво. Да, это жестко. Может, кстати, Гримтача взять. Может, кстати, Гримтача взять. Потому что Гримтач неплохо работает под косу. Зевса так налегке на одном дыхании нашел. Ну хорош, Хускара порвал. Где же отовый Джаггернаут, кстати? Ну и в принципе вот так вот яичко. Хорошо. Удивил так удивил. Я не подумал, что так захочет прям в некра вложиться. Урон, 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 урон. Хочу урон посмотреть. Он его вынес. Маловато урона. 5800 всего лишь. Там орк-чернокнижник больше урона нанес. Честно, я пока... Ну, не рассудил пока, что... Типа в моменте, да, он зарешал. Он зарешал против такого Хускара. В моменте. Вот реально в моменте он зарешал против такого Хускара. Но вот глобально, если так подумать, против него не было супер метовых вот таких вот, допустим, инсектоидов, которые душили. Вот чел на кунг-фу играл, вообще что-то непонятное собирал. То есть он не собрал себе морских там сверху, не собрал себе эльфов. Вообще непонятно, что собирал на топ-3. Топ-2 играл там на мете, это понятно, он на антимаге играл. У топ-4 вот прикольный такой билд был. Через Хускара поиграл, ну Хускару не хватило все-таки. Но вот, когда вот такая вот жирная цель остается, то Некар нормально так его пилит. По сути, как Зевс. Только Некар бьет все это время чистым уроном. Я думаю, там был бы, если погоним, там бы Хускар просто разрывался на части. Вот даже сейчас он сыграл более-менее хорошую игру. Но я все равно не понял, Некра был импакт или не был такой лютый импакт? Потому что если против тебя лютый спам, то Некар с этим не справляется. Я уже рассказывал, что я как-то собрал себе раннего Некра в 3 звезды. Был Спеллпризм, был Аганим, был Драконий Рог. Ой, Аганим. Была маска 5-го тира, и меня все равно порвали. Просто инсектоиды меня заспамили и порвали.
Не знаю, надо еще смотреть на это вне экрана, но катка была очень годная, была очень прикольной. И, в принципе, что думаете по поводу этой катки, вы сами напишите в комментариях. Мне добавить по этой катке больше нечего. Поэтому не забудьте оставить свой лайк в поддержку данного ролика и комментарий от 3 слов, даже если вам нечего добавить по поводу этой катки. Также не забудьте на меня подписаться, и у меня есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!